Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Юлия Батталова, мой муж Руслан Батталов. Зашли в кафе, и кафе настолько красивое, хочется вам заснять, а свой телефон я оставила дома. Поэтому взяла телефон мужа, и вот такая вот фронтальная камера. И еще, к тому же, сейчас уже вечер, мы вышли прогуляться. Здесь вообще мы хотели заказать какой-то напиток. Но в итоге мне картинка понравилась очень сильно. Оказывается, это гозляме. Я захотела попробовать кималагырт, ну, то есть, типа с фаршем, короче. Хотя мы поели хорошенько уже, все. Вечером вышли просто прогуляться, наоборот, растрясти вот этот жирок лишний. Но мне захотелось попробовать. Вот взяли два напитка и вот эту вещь сейчас принесут, я вам засниму, покажу. Не могу прям вот не поделиться. Смотрите, какое красивое кафе. Здесь, в Селевке, мы еще вот первый раз сюда зашли. В таком необычном стиле. На диванчиках. Можно на улице посидеть, а можно и внутри посидеть. Вот, особенно вот здесь вот в центре. Если такой как бы более большой компании прийти. Вот, такие вот. Да можем и мы туда сесть, что такого? Очень красиво. Прям, вот, не знаю, все нравится. Здесь и люди сидят. Музыка нравится? Музыка нравится. Тебе нравится? Конечно. Музыка очень нравится тоже. Там тоже сидят. Мне кажется, люди здесь приходят в основном поесть что-то сладкое. Вот честно. Что-то наподобие мороженого даже. Или там, я видела, кстати, там то, что мы очень всей семьей любим кушать. Как называется? Кунефе? Да, кунефе, но там с мороженым. Как раз нам сейчас подадут. Мы, короче, заказали чай с жасмином. Вот в таких вот красивых тарелочках. Teşekkürler. Afiyet olsun. Menüde olur mu? Çıkmak istiyorum. Menüde. Abi verir. Вот я вам сейчас покажу меню. И посмотрим по ценам, кстати. Даже цены. На цены не обратили внимания. Там были цены вообще? Я что-то не видела. Там были цены, но мы не обратили внимания, да. Смотри, какие чашечки красивые. Да. Очень красиво. Мадо написано. Ну, кафе Мадо называется. Давайте я вам покажу. На каком языке поют, а? Это итальянский, по-моему. Вообще прикольно. А ты заметил этот сам вот хозяин или кто это, я не знаю, не очень на турка похож. Какой-то он похож, да? Какой-то вот с такими усами необычными. Так, ну, видите, как я и сказала, здесь в основном вот дондурмале, вот такие вот сладости. Из мороженого. Из мороженого. Цена? Нет цены. Нету цен? Что это за меню такое бесценное? Это бесценное меню. Бесценное. Вот такие вот мороженки. Ну, а я увидела картинку у входа. Тут вообще веганское вот есть мороженое, ничего себе. Вот. А я у входа увидела вот эту вот вещь. Сейчас она будет здесь тоже. Вот, смотрите, какое мороженое. Прикинь, шекерсис. Обалдеть. Так это для меня это мороженое. для тебя. Ни хрена себе, дюрткат, биркат. То есть 1, 2 или... Тоже надо будет как-нибудь попробовать. 4-этажное мороженое. Да, дюрткатлы. Я уже так говорю, потому что, ну, язык уже как будто понятен, хотя зрители не понимают, что такое кат. Так, смотрите, какие вкусняшки. Просто я Подожди, взяла это же макарон. Да, это этот. А, вот макарон написано. Макароны, да. А я, вот это, наверное, вообще вкусняшка. Это тоже из Это мороженого? тартуфа написано, какао дондурмала, да. Тут, блин, они не зря у нас спросили, вы, наверное, сладости хотите, а мы нет. Но это я в своем репертуаре. Еще вот такие вот есть. Это, интересно, что такое? Это рула паста. Все, короче, каждые эти, по возможности, будем сюда приходить.
Смотрите, обалдеть, да тут рай для сладкоежек. Вот смотри, какая это есть. Интересно, это тоже вот очень дорого стоит, как у нас в Мерсине в больнице вышла тарелка на 430 лир. Ничего там не было. Я бы лучше вот такую съела бы. Но очень красиво, конечно, все нарисовано. Не знаю, вот какая будет подача. Если подача такая же, то, конечно, это... Вот это, смотри, как красиво тоже. Да. Кызыл тутку. Куб баклава. Смотри. Смотри. Что это? Как они так все это сделали? Может, это сделал просто искусственный интеллект, а они не умеют этого делать? Хотя меню написано прям Мадок Куб. Видать, здесь умеют все это делать и делают это... О, смотри. А вот это уже кунефе, про что я говорила, с мороженым. Вот, я наподобие этого увидела что-то, но это сладкое вроде. Что-то Ну да, наподобие это же с фисташками увидела. кунефе. Это тоже кунефе? Конечно, это же с сыром. Ну, вот это с фисташками, с сыром кунефе. Вот, а я увидела что Да. такое, но оказалось, что это кимала. Смотри, какая тарелка. Мгм. Ах ты ж, аж слюни потекли. Интересно, нельзя отменить, что-то новое взять? Ну ладно, первый блин комом будет. Ничего страшного. В следующий раз придем. Да. Обалдеть просто. Вау. Вот это я, кстати, в отеле кушала, пробовала, очень вкусно. А это просто эти, как бы, такие вещи я не очень люблю. Это сютляч, да? Да, сютляч. Написано вот сютлю татлар. Кстати, видеоролики наши смотрят еще из России. Вот сказал, здесь жил человек в Селивке и уехал в Россию, уже несколько лет там живет. Большой-большой привет, спасибо за комментарий, что пишете постоянно. Вот, и он пишет, что прям, говорит, как будто бы, ну, возвращаюсь обратно в Селивке. Спасибо, говорит, за обзор, прям приятно становится, поэтому, пользуясь случаем, тоже хочу сказать спасибо, что пишете комментарии. Вот, и все. А где то, что я заказал? Смотрите как. Получается, вот, смотрите, есть вот Это такие завтраки. вот завтраки. Кафвалтелар. Ну-ка, давай-ка посмотри, сколько у них завтрак. Кахвалте. Ну, нету цен почему-то. Нету, да? Слушай, у них вот этот QR. QR-код 100%. Это по этому QR-коду можно, наверное, пройти даже и зрителям, да, поставить на стоп. Нет, здесь, смотри, здесь немножко размазался QR-код. Не, ну он может сработать, надо попробовать. Может, с другой стороны есть? Нет, с другой стороны нет. В общем, меню сейчас тоже, наверное, будет. Вот такая вот есть. Ну-ка. Тешекерлер, смотрите. Какая красота. Смотрите. Можно я доснимаю? Вот, короче, смотрите, запомните, я вот это заказала. Ну, просто я увидела, смотрите, какую картинку, сейчас покажу. Так, дальше, короче, кахвалтелар. Тоже есть Завтраки. Сладкие, да, завтраки. Я уже как будто бы с турками разговариваю. Вот такой завтрак. Такой завтрак. А ты можешь, кстати, открыть... ну да, телефон у меня. Это, короче, яичница. Что тут еще? Чай нам, конечно, заварили бомбический. Да? Да, очень много заварки. Да, кстати, смотри, хрена себе. Не пожалели, да, листьев? Это что, жасмин? Так? Да. Фига себе. Я надеюсь, это не за целый день то, что людям приносили и нам потом в итоге оставили. Нет, что так плохо о людях думали. Ну, не знаю, мало ли. Короче, смотрите. Вот, смотри, вот наподобие, да, что-то было. Даже картошки не было в больнице. Примерно 400 вот такая тарелка была. Интересно, здесь сколько? Вот. Нет, не 400, там же без этого. Там даже без этого было, да. Без яичницы. В общем, смотрите предыдущий ролик, посмотрите.
В итоге мы там заказали там парочку тарелок, и у нас вышло на 1400 лир. Посмотрим, сколько здесь выйдет. Просто у Руслана телефон у меня, поэтому он не может посмотреть цены. Так, ну смотрите, это тост. Это не то, тосты. Вот, дошли, короче. Я увидела вот такую картинку. Вот смотрите. Похоже на правду? Ну, немножко похоже. не похоже. Вот этого не хватает. соусов Здесь сервировка нету, не та немножко. Ну, Смотри, ожидание. реальность. Ожидание. Реальность. Короче, я увидела вот эту штуку. И мне, знаете, давно уже хочется пиде турецкое. Мы в Газипаше, когда жили, у нас пидешная была. Очень-очень сам вкусно все готовили. Это со шпинатом. А здесь получается гюзлеме. Но у нас у татаров есть такое блюдо кастыбый. И я вот по нему соскучилась. И вот когда кастыбый делаешь, на второй день его так обжариваешь в сливочном масле с двух сторон. И получается прям вот это вот один в один. Ну, Но здесь получается соусы. Ну, только он с картошкой, да. Здесь, кстати, тоже есть с картошкой. Вот, пожалуйста, с сыром и какая-то из них картошка. Кстати, мы же ели на подоме с картошкой, помнишь? Только единственное, они туда пасту томатную добавляют, и она кислая становится. Мы ели там. Вот здесь, за мостом. Да, это как наш кастыбый был. Но... Слушай, ну этот чай, надо разбавлять. Надо попросить, наверное, отдельно воду, что ли. Он очень крепкий. Ну, попроси еще. Вот сзади как раз мужчина. Есть с шпинатом. Есть вот... Çok oldu. Вот, кую, оказывается, они гучли. Чук сильный, типа очень сильный, я говорю. Так, что еще есть? Давай посмотрим. Давайте посмотрим, кто здесь из Селевки, может быть, тоже интересно. Ну, какая еда, да, в Турции? Вот у них любимые вот эти всякие штучки есть, вот такие. Я их не люблю, если честно. А здесь, это что такое? Это что-то на шпажке. Что это? Пататасле шиш бюрю, пататасле. С картошкой что-то типа. Ну вот, считай. Ну, я уж буду разбавлять. Разбавляй, конечно, да. Но слушай, тут смотри, супы есть. Здесь есть салаты разные. Ну, хоть более-менее стало. А можно открыть эту страницу гребаную? Вот. Макаронлар, манты. Ну, в принципе, да, это уже вот, что это тоже вкусно выглядит. Это уже обычная турецкая кухня. Вот, например, дюрüm. Ну, макароны есть, как бы, разные. Нам просто знакомые подсказали, что вот пицца есть разная, кстати. Что, типа, здесь вкусно, да, сказали они? Да, всякие тут вкусняшки есть. Да, то есть можно реально зайти. Вот лимонад есть, чай, кофе, турк кахвесы. По ценам сейчас мы посмотрим. О, вот, кстати, я хотела что-то наподобие. Кыш içecekler. То есть, вот это что интересно? Тондурмала салеп. Ничего себе. Сиджак чоколад, горячий шоколад. Дондурмала сиджак шоколад. Прикольно. Это вот салеп. Ты, кстати, с утра салеп пил. Тебе понравилось? Не. Это вот, кстати, моча. Это что? Моча? Нет, А почему моча написано? Это мок, white чоколад мок, что ли? Нет, это Это мокка, не матча, короче. Мокка. Это мокка, это то есть кофе. Да. Я думала, это матча. Ну, слава богу, что не это матча. карамель мачиато. Макьято. Макиато? Ты что, песню не знаешь, что ли? Эспрессо, макиато. Да. Фильтр кахве, вот, кстати, то, что я говорила. Мне понравилось в больнице в тот раз. Так. Кофе, капучино, американо. Смотри, что, аффагато какой-то. Это уже холодное, видно, что холодные напитки, бузлы кахвеляр написано.
Потом здесь есть салеп. А, вот фастаклы салеп. Я еще вот это увидела, мне понравилось. Сук салеп музлу и фрамбуазлы сук салеп. А это тоже сук салеп. Фрамбуазлы я бы попробовал. А, но это надо летом, Малина. потому что соук. А вот милкшейки есть. Это тоже соук салеплер. А вот это вот витаминные коктейли. Яблочный и морковный есть. О, Потом вот смотри, что есть чай из гибискуса и холодный лайм. Ну и здесь уже что это? айран, что ли? Айран, да, прикинь, эф-япама, то есть домашний айран. Ну и всякие эти. Ну, здесь, получается, нету матча, да? В Слушай, соседнем а вот это что есть. такое? Это не... Это салеп. А, это не апельсиновый сок, да? Лимонлы. А, нет, подожди. Салеп это вот это. А это лимонлы смуфи какой-то. Смузи. А, смузи, да. Фрамбуазлы смузи и тропикал смузи. Странно, что здесь нету фреша апельсинового, да? Хотя, казалось бы, тут Ну вот грейпфруты, апельсины. яблочные есть, получается, альмаса. А вот же в портокалсуе только ты вот сказала, то есть просто нарисовано так, Да, а тут да, есть да. все, по Ну, идее. конечно, есть. А вот нету только матча. Матча, который я... А вот это нет, макьято, мока. Нету матча. Мгм. Латте, вот видите, все здесь есть, в принципе. А в соседнем отделе есть матча. Вот где мы кофе обычно пьем. Ну, в общем, попробуем вот эту вкусняшку, потому что уже очень долго сидим. Показала все, 14 минут прошло. Сейчас посмотрим еще по ценам. Ну ладно, в общем, много разговаривать не буду. Мне вчера сказали, что у меня анализы идеальны. И вообще, говорит, ты что, вообще, говорит, тесто и сахар не кушаешь? Мне это и в прошлый раз в России еще говорили, в Челнах, когда я только, помню, родила и после беременности пошла проверяться. И в этот раз мне сказали, что я очень мало теста ем. Вообще у меня очень все это быстро израсходуется из организма. У меня такие идеальные анализы, что мне много можно есть и сахара, и теста. Поэтому можно я все-таки начну уже. А Феттлсон? Это, конечно, не то, что я ожидала. Это очень жирненько. Приготовлено, прям вот пожарено, хорошенько в масле. Ну, как они любят, либо очень много сахарного сиропа, либо очень много масла жирного. Ну, да, конечно же, жирное. С маслом оно вкусное, но немножко ожидала другого, конечно. Но придется все теперь это есть. Может, с чаем? С чаем, кстати, да? Спасибо. Чай, кстати, не пробовала, еще сейчас попробую. Чай тоже какой-то, да? С каким-то Ну, приятным вкусом. он очень крепкий. Да. Сахарный. Сахара побольше, сказали. Так что много-много сахара. Что хочу сказать. В общем, осилила только столько, а все остальное останется, потому что не лезет, к сожалению. Хочу сказать, что, оказывается, здесь в кафе можно еще и поиграть. Вот со соседним столиком сидят, как раз играют. Мы даже и не знали, что вот здесь вот есть игры, можно выбрать, вот, посидеть. Это как у нас в России антикафе называется. Там тоже. Только там за час платишь, и все, что хочешь, там чай, все это бесплатно. Но здесь наоборот получается. Игры все бесплатно, а платишь ты только за еду. И сколько хочешь, столько сиди, по идее. По ценам мы посмотрели. Вот это вот, сколько там? Гузляме. Гузляме штук было, ну, целый, короче, гузляме. Сколько стоило? 310. 310. 310 лир. Чай вот такой вот чайничек, например, с жасмином. Вышли, кстати, примерно по 2 чашки, да, где-то? Ну, 3 максимум пусть будет. В общем, 3 чашки. Вот такие большие, кстати, чашки. Получается на 165 лир. Вот. Ну,
как-то так. По ценам вроде нормально. Здесь подороже сладости, нежели вот такие вот. Не зря я, короче, купила именно вот это. А сладкое здесь дороже. Потом по поводу Кахвалты я хотела сказать, что Кахвалты тоже не такое, как и больница, дорогое. В тарелке очень много всего и немного дешевле, чем мы кушали в больнице. Ну, естественно, потому что это больница. Куда ты пойдешь далеко за завтраком? Вот, а тут кафе. Поэтому здесь цены адекватные. Ну и на этом, наверное, все. Буду прощаться. Вот такой вот небольшой ролик по поводу вечерней вылазки нашей и цены с кафе. Пишите ваши комментарии. Всем приятных прогулок, таких же желаю приятных походов и вкусных блюд. Вот. Всем. А еще, чтобы эти блюда были недорогие. Поэтому всем много денег, много вкусностей, много-много хорошего настроения желаю. Конечно же, мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.